Ты можешь всю жизнь пытаться быть хорошим. Ты можешь говорить правильные слова, носить правильную маску, жить так, как от тебя ждут. Но до тех пор, пока ты не посмотришь в собственную тень, ты не узнаешь, кто ты на самом деле. Тень — это не зло. Это та, что ты спрятал. Все те чувства, мысли, желания, которые не вписывались в образ «я». Все, что когда-то отверг общество, семья, ты сам. Тень — это ты, которого ты не хотел видеть. Мы прячем в тень гнев, зависть, страх, слабость. Мы называем их плохими, мы вытесняем их. Но они не исчезают. Они живут внутри, и чем сильнее ты их отрицаешь, тем сильнее они управляют тобой. Юнг писал: «До тех пор, пока ты не сделаешь бессознательное сознательным, оно будет управлять твоей жизнью, а ты будешь называть это судьбой. Ты думаешь, что просто неудачлив, что тебя не понимают, что мир несправедлив. Но, может быть, это не мир против тебя, а ты сам, отвергнув часть себя, воюешь с собой. Встреча с тенью — это некрасивая метафора. Это боль. Потому что, чтобы увидеть тьму, нужно осмелиться перестать быть правильным. Ты увидишь в себе эгоизм, слабость, жестокость. Ты поймешь, что способен на то, что осуждал в других. И в этот момент разрушится иллюзия. Именно тогда начнется настоящее пробуждение. Мы боимся своей тени, потому что она разрушает все, во что мы верим о себе. Но именно в этом разрушении рождается сила. Когда ты принимаешь свою тьму, она перестает управлять тобой. Ты перестаешь быть рабом подавленных чувств. Ты становишься целым. Юнг говорил, что человек — это не свет без тьмы, а союз противоположностей. Ты не можешь стать светом, пока не узнаешь, откуда исходит твоя тьма. Каждый раз, когда ты осуждаешь других, ты осуждаешь то, что не можешь принять в себе. Каждый раз, когда кто-то раздражает тебя, это зеркало. Ты видишь в нем свою собственную тень. Но, вместо того, чтобы признать ее, ты убегаешь. Ты говоришь: «Я не такой». Но именно это и делает тебя заложником. Пока ты отвергаешь часть себя, ты никогда не будешь свободен. Встреча с тенью начинается с честности. С того, что ты перестаешь оправдываться. С того, что ты смотришь в зеркало, без страха, без масок, без отговорок. И видишь там не только свет, но и все, что ты прятал всю жизнь. Ты можешь испугаться. Ты можешь захотеть отвернуться. Но если останешься, ты начнешь понимать. Ты поймешь, что твоя агрессия — это не зло, а сила, которой ты боялся. Что твоя зависть — это не грех, а указатель на то, чего ты хочешь. Что твоя боль — это не проклятие, а дверь к пониманию других. Тень — не враг. Это учитель. Она не разрушает, она показывает, что разрушено. Она не ломает, она возвращает тебе целостность. Чтобы стать собой, нужно пройти через собственную тьму. Нужно перестать бежать от того, что внутри. Нужно позволить свету упасть на самые глубокие углы твоего сознания. Путь к себе не в медитациях, не в красивых словах. Он в том, чтобы встретить то, что ты не хочешь видеть. Свою ревность, свою злость, свое желание власти, свою боль, которую ты прячешь за улыбкой. Когда ты принимаешь свою тень, ты перестаешь искать врагов во внешнем мире. Ты начинаешь понимать, что мир — это отражение твоего внутреннего состояния. Ты начинаешь видеть других не как угрозу, а как часть единого целого. Ты становишься зрелым, не идеальным, а реальным. И реальность, как ни странно, дает покой. Юнг писал: «Просветление не в том, чтобы стать светлым, а в том, чтобы осознать тьму и не убегать от нее». Именно так рождается сила, которая не требует маски, смирение, которое не унижает, мудрость, которая не осуждает. Ты можешь потратить жизнь, пытаясь быть хорошим, но останешься пустым. Или можешь стать собой, со всей своей светлой и темной стороной. И только тогда ты узнаешь настоящую свободу. Потому что свобода — это не отсутствие грехов, а принятие своей природы. Твоя тень ждет тебя. Не чтобы уничтожить, а чтобы вернуть тебе целостность. Не беги от нее. Смотри в нее. Пусть она покажет тебе, кто ты есть. Пусть она станет твоим союзником.
И когда ты примешь ее, ты больше не будешь бояться темноты, потому что ты поймешь, она всегда была частью твоего света.